Здравствуйте, друзья! На месте чего построили мавзолей Ленина? Мавзолей Ленина, что находилось на этом месте до смерти вождя. В настоящее время мавзолей на Красной площади представляет собой компактное сооружение, облицованное каменными плитами, и является неотъемлемой частью главной достопримечательности Москвы. Однако это не всегда было так. В дореволюционные времена вдоль стены Кремля, выходящей на Красную площадь, протягивался длинный ров, над которым были построены мостики к Спасской и Никольской башням. По воспоминаниям современников, ров проходил точно там, где позднее был возведен мавзолей. Это остатки древнего фортификационного рва, который существовал с 1508 по 1814 год. Жители Москвы часто жаловались на то, что в ров сбрасывает много нечистот, из-за чего вокруг него распространялся неприятный запах. В конечном итоге ров был засыпан, так как рядом проходили трамвайные пути и находились торговые ряды. После Октябрьской революции 1917 года вдоль стен Кремля появились могилы погибших революционеров. Одна могила простиралась от Никольских ворот до Сенатской башни, а вторая – от Сенатской башни до Спасских ворот. По инициативе Ленина рядом с братскими могилами должен был быть установлен мемориал, посвященный памяти павших героев Октябрьской революции. Было решено, что это будет мемориальная доска, установленная непосредственно на стене Сенатской башни. Конкурс выиграл проект известного скульптора Сергея Каненкова. Проект представлял из себя выполненный в цвете барельеф размером примерно 5 на 3,5 метра, состоявший из 49 блоков тонированного цемента. На барельефе изображен крылатый гений Победы в белых одеждах, держащий темно-красное знамя в правой руке и зеленую пальмовую ветвь в левой. В ногах у него лежали поломанные сабли и ружья, а также знамена, на которых написано «Павшим в борьбе за мир и братство народов». За гением в лучах сияющего солнца красовалась надпись «Октябрьская, 1917, революция». Церемония открытия памятной доски состоялась 7 ноября 1918 года, к первой годовщине Октябрьской революции. Интересно, что открыт мемориал был в тот же день, что и памятник Марксу и Энгельсу на площади Революции. Прямо оттуда лидеры большевиков и весь остальной народ двинулись на Красную площадь. Критика в целом благосклонно оценила творение Каненкова, отмечая, что в нем цвет побеждает серый полумрак, который постоянно царит в этом месте стены, куда редко заглядывают солнечные лучи. В 1922 году к 5-й годовщине Великого Октября возле Сенатской башни установили 4-метровый памятник пролетарию работы скульптора Фридриха Лехта. Открытое волевое лицо, распахнутый сюртук, прислоненный к ногам тяжелый молот, вознесенный к небу натруженный кулак – все это олицетворяло порыв воли, силу труда и торжество победы, что должно было оказывать соответствующее воздействие на демонстрантов. Мемориальная доска Каненкова и скульптура Лехта с размахом воплощали ленинский план монументальной пропаганды. Еще в мае 1918 года на том самом месте, где позднее появится мавзолей, была сооружена деревянная трибуна, где с пламенными речами неоднократно выступал сам Владимир Ильич со своими воззваниями к трудящимся массам. В том же 1922 году, когда на Красной площади появилась скульптура Лехта, деревянная трибуна была заменена на каменную из красного кирпича по проекту архитектора Владимира Маята. Было отмечено, что трибуна по своей стилистике будет составлять единое целое с Кремлевской стеной. Вскоре после смерти Ленина в ночь на 25 января 1924 года в ЦК партии было принято решение о сооружении склепа среди братских могил для сохранения тела вождя. В течение нескольких часов архитектор Алексей Щусев создал проект деревянного мавзолея, и уже через 2 суток темно-серый куб высотой в 3 метра с трехступенчатой пирамидой на вершине и надписью «Ленин» возвышался на месте каменной трибуны, где выступал вождь. Также не нашлось места монументу с пролетарием. В прессе писали так: 4-метровая статуя рабочего у наковальни из белого камня, воздвигнутая у Сенатской башни к 5-й годовщине Великого Октября, символ могучей созидательной силы творцов нового мира, ставшего лучшим памятником павшим бойцам, выпала из архитектурного ансамбля после сооружения мавзолея Ленина и была перевезена в другое место города. Хотя, как известно, памятник был выполнен из гипса, и можно предположить, что хрупкий материал не способствовал длительной сохранности скульптуры. По крайней мере, следов произведения Лехта никому обнаружить не удалось.
Мемориальная доска на Сенатской башне просуществовала значительно дольше трибуны и скульптуры. Правда, она практически скрылась от глаз посетителей Красной площади, спрятавшись за ступеньками верхушки мавзолея. Рассмотреть барельеф теперь можно было только сбоку. Иногда доска и вовсе исчезала из виду, когда к очередному празднику на Сенатскую башню вешали большой портрет Ленина. Просуществовал барельеф на Сенатской башне до 1948 года, после чего был демонтирован за ветхостью и отправлен на хранение в Русский музей Ленинграда, где он находится и по сей день. К концу марта 1924 года возникла необходимость перебальзамирования тела Ленина, и правительство решило заменить существующий мавзолей на более основательное сооружение. Новая усыпальница возводилась также из дерева, но уже покрытого светло-коричневым масляным лаком для предохранения от перепадов температур. Двери, пилястры и колонны были выполнены из контрастного черного дуба. Это было более монументальное сооружение, своей концепцией предвосхищавшее современный каменный мавзолей. Оба мавзолея рассматривались как временные, так как ученым не было понятно, как долго может сохранять тело вождя бальзамирование. Когда стало ясно, что возможности этой технологии гораздо шире, было принято решение построить более долговечную усыпальницу. В январе 1925 года правительством СССР был объявлен конкурс на проект каменной усыпальницы Ленина. Щусев на основе чертежей предыдущего деревянного мавзолея создал новый макет, который единогласно утвердили. Правда, к строительству приступили только летом 1929 года. Через год усыпальница была готова. Новое строение было решено облицевать красным гранитом, а также черным и серым лабрадором. По сравнению с деревянным, каменное здание построили выше на 3 метра, а внешний объем увеличили в 4,5 раза. Такой вид мавзолей Ленина сохранил до наших дней. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.